Здравствуйте! Мы сегодня продолжаем с вами разбирать периодизацию развития ребенка и подростка, которую предложили такие наши отечественные психологи, как Выгодский и Ильконин, в рамках вот этой вот культурно-исторической концепции развития психики. Мы с вами остановились на младшем школьном возрасте и на проблеме, связанной со школьной готовностью. И вот очень действительно важно то, в каком возрасте ребенок поступил в школу, действительно успел ли он сменить вот эту игровую мотивацию, да, на, так сказать, познавательную мотивацию. И, то есть, так сказать, другими словами, успел ли он, что называется, наиграться для того, чтобы у него действительно полноценным образом развивалась вот эта учебная деятельность, столь важная для жизни как, так сказать, ребенка, ученика, человека юношеского возраста, и студенческого возраста, и даже для взрослого. Вот почему это так важно, да? И из чего состоит вот эта учебная деятельность? Ну, важно, как я уже говорила, потому что человеку в наше время, да, приходится постоянно доучиваться и переучиваться, а та структура учебной деятельности, которая сформировалась в младшем школьном возрасте, она действительно является достаточно устойчивой. Из чего же состоит учебная деятельность? Здесь как раз мы с вами можем опереться, опять же, на представление Ильконина, который специально, значит, изучал строение учебной деятельности, и он говорит об этом следующее, что учебная деятельность состоит из определенных структурных единиц. Во-первых, это то, что он назвал учебная задача. Учебная задача, которая дается учителям первоначально. Здесь мы опять же вспоминаем нашу как бы схему основную такую, да, базовую, связанную с культурно-историческим подходом, что психика развивается, да, в процессе совместной деятельности ребенка и взрослого путем присвоения, так сказать, частей этой деятельности. В результате у ребенка возникают, появляются, формируются те психические структуры, которые обеспечивают эту деятельность. И вот в младшем школьном возрасте в качестве взрослого выступает учитель. Мы уже говорили, что это такая первая серьезная социальная фигура в жизни ребенка. Она воплощает в себе требования общества по отношению к ребенку. И вот в, так сказать, рамках, да, вот этой структуры учебной деятельности взрослый, то есть учитель, как раз дает вот это учебное задание. Учебную задачу дает взрослый учитель как бы по определенной методике, которая разработана для, так сказать, обучения в школе по школьной программе. И здесь очень важно как раз учесть вот эту мотивацию ребенка. Почему? Потому что ребенок примет эту задачу и начнет как бы формировать у себя то, что называется как бы у Ильконина уже выполнением, да, так сказать, вот учебные, так сказать, задачи, да, то есть развитием вот этого исполнительного блока, да, вот, значит, учебной деятельности – это выполнение учебной задачи. Или, так сказать, собственно, вот решение, да, какой-то учебной задачи. Он примет эту задачу или не примет, в зависимости от того, созрела у него мотивация или не созрела. То есть какая у него мотивация. Если у него мотивация еще пока игровая, и если у него, скажем, вот эта вот произвольная регуляция поведения еще не созрела, ему будет крайне трудно, собственно говоря, выполнять эту задачу, да, и выполнять то, что как раз вот является вторым вот этим блоком учебной деятельности, выполнять учебные действия. То есть, скажем, там вот написать там какую-то строчку, какой-то там буквы, может быть, сложная буква типа там «ща» или там «ц» там, или еще какой-то, да. Или, допустим, решить как бы арифметические примеры, вот все те, которые там учительница предложила решить и так далее, да. То есть вот ребенку не хватит вот этой мотивации, не хватит просто энергии и как бы умения, да, усидчивости, значит, внимания для того, чтобы это все доделать до конца. Значит, вот и так второй блок учебной деятельности, вторая часть учебной деятельности – это учебные действия. Третий блок или третья часть – это то, что связано с действием контроля.
Действие контроля, так сказать, это действительно очень важное действие, которое сигнализирует ребенку о том, вообще закончил он решать учебную задачу или не закончил, решил он ее или не решил. И, наконец, четвертый компонент учебной деятельности – это действие оценки. Действие оценки – это то, что первоначально, безусловно, обеспечивает учитель. То есть он проверяет, он контролирует, он проверяет, так сказать, учебные действия ученика. И что такое оценка? Оценка – это прежде всего обратная связь. Что получилось у ученика, что не получилось у ученика, и что сделать, так сказать, чтобы вот получилось. То есть вот это прежде всего обратная связь. Отметка – это абсолютно как бы вот такая не главная должна быть, да, часть вот этой оценки. Самое главное, чтобы ребенок получил обратную связь. Потому что правильное развитие учебной деятельности – это именно развитие вот с такой обратной связью. И мы с вами видим, что действительно роль учителя в формировании учебной деятельности первоначально очень большая. Учитель задает учебную задачу, учитель, так сказать, контролирует учебные действия ученика и дает оценку этим действиям. И развитие, так сказать, учебной деятельности, оно должно проходить в определенной логике. Вот мы с вами видим, да, и еще раз, так сказать, повторяем, да, что развитие происходит в совместной деятельности путем присвоения частей этой деятельности или деятельности целиком. То есть в идеале ученик начальной школы должен присвоить учебную деятельность со всей ее структурой. То есть он должен как бы уже постепенно сам, по крайней мере, да, научиться контролировать свои действия. И это, как правило, ребенок уже может делать в средней школе, когда, допустим, могут задать какую-то существенную самостоятельную работу. Ну, типа, например, написать домашнее изложение или домашнее сочинение, там, или подготовить реферат, там, доклад и так далее. Да? То есть вот ребенок сам уже контролирует себя, в какой-то степени он уже учится сам себя оценивать. Вот на какую, так сказать, вот насколько я хорошо сделал или сделала этот реферат или этот доклад подготовила и так далее. Да? То есть ребенок уже как бы вот присваивает и действия, так сказать, контроля, и действия оценки. И в идеале за среднюю школу ребенок должен настолько эту учебную деятельность освоить, чтобы уже быть в состоянии самому себе поставить учебную задачу, самому, так сказать, реализовывать учебные действия, самому себя контролировать и самому оценивать. И тогда, в общем-то, действительно эта деятельность, учебная деятельность может стать деятельностью самообучения. И мы действительно можем видеть, что, скажем, старшеклассники нередко могут сами себе, там, так сказать, задать какую-нибудь задачку, ну, например, там, изучить стенографию или там, научиться быстро там, печатать на клавиатуре, да, слепым методом, или там, так сказать, каким-то образом совершенствовать какие-то свои другие навыки, или вообще изучить науку, которой нет в школьной программе. Вот это как раз будет такая деятельность самообучения. Понятное дело, что во взрослой жизни такая деятельность самообучения, она довольно часто вот у нас встречается. Поэтому так важно действительно поступить в школу готовым и, соответственно, вот, владеть, да, этой учебной деятельностью в полной мере. Значит, по мере того, как мы взрослеем, да, мы переходим на следующий возрастной этап. Это уже подростковый возраст, который начинается примерно в там, лет 10-11. И на самом деле вот здесь целый ряд как бы волн этого подростково-юношеского кризиса выделяется. Ну, в частности, вот здесь можно привязать эти возрасты к, так сказать, обучению в средней школе, обучению в старшей школе. По крайней мере, в периодизации Эльконина выделяется средний школьный возраст или подростковый возраст, и старший школьный возраст или ранняя юность. И здесь что важно? Да, вот мы с вами помним, что происходит чередование ведущих деятельностей. И вот как, скажем, Выгодский объясняет специфику подросткового возраста. Он говорит следующее. В рамках учебной деятельности, обучения в начальной школе, действительно, в общем, ну, очевидно, что это развитие операционно-технической сферы, да,
что это интеллектуальное развитие очень существенное. Ребенок, так сказать, учится читать, писать, считать, усваивать знания, излагать свои мысли и так далее, правила языка. В общем, огромный совершенно интеллектуальный, так сказать, багаж у него появляется. Но вот возникает такое противоречие, да, как Выгодский объясняет переход к подростковому возрасту. Противоречие заключается в том, что помимо того, что идут процессы созревания, да, идут процессы, так сказать, которые приводят, да, к наступлению репродуктивной зрелости, у нас еще возникает такое психологическое противоречие, что в рамках учебной деятельности ребенок, так сказать, развивает свой мыслительный аппарат и узнает довольно много о внешнем мире, там, о языке, о природе, об окружающем мире, там, да, много-много он всего узнает, но при этом парадокс заключается в том, что он очень мало знает о себе самом. И тогда возникает вот этот самый как бы переворот, да, в соотношении ведущих деятельностей и в соотношении сфер развития. Если в младшем школьном возрасте у нас доминировала вот эта интеллектуальная сфера, то дальше начинает в подростковом возрасте, да, примерно с 10-11 до 14-15 лет, начинает доминировать мотивационно-потребностная сфера, которая связана с тем, что вот эта, так сказать, способность, да, мыслительные способности ребенка, они как бы обращаются внутрь себя на задачи самопознания. И возникает как бы способность к такой вот рефлексии, к наблюдению за собой, к наблюдению за сверстниками. И так же, как мы с вами видели, да, вот в этой базовой нашей схеме, что развитие происходит прежде всего в совместной деятельности, да, то при решении вот этой задачи, а задача здесь какая возникает? И в этом тоже, в общем-то, все психологи сходятся, да, что одна из основных задач подросткового возраста – это создание, как бы формирование некоторой системы представления о себе. Вот мы говорили в рамках гуманистической, так сказать, психологии, да, о вот этой вот я-концепции. То есть фактически перед подростком встает вот эта задача узнать что-то о себе, сформировать некую такую вот согласованную я-концепцию. Кто я такой, на что я способен, да, какие у меня особенности. Вот это все те вопросы, которые очень важны для подростка, и он их решает. Каким образом решает? Здесь уже помимо взрослого, а именно там родителя, учителя, да, на как бы передний такой край этого развития выступает сверстник. То есть это тоже совместная деятельность общения. И Ильконин определил ведущую деятельность этого возраста как интимно-личностное общение. То есть в данном случае речь идет о близком, таком доверительном, дружеском общении, в рамках которого подростки, да, и в рамках их совместной деятельности какой-то, они обмениваются мнениями друг о друге. Ты такой, ты такая. Как бы так это правильно поступать, так неправильно. Ты меня обидела там, или что-то еще такое, да, или наоборот там порадовала. То есть у подростков как бы происходит такая интенсификация общения, да, причем это общение именно такое межличностное, когда они дают друг другу обратную связь друг от друга. И это огромный совершенно вклад в задачи самопознания, потому что помимо этого, конечно, да, подросток, который уже в значительной степени овладел, так сказать, многими мыслительными операциями, он и, так сказать, и письменной речью, да, он может и дневник вести, и в этом дневнике он записывать самонаблюдения может свои. Вот сегодня у меня грустный день, или вот у меня сегодня там радостный день, там потому-то и так далее. Эти все средства, они работают на задачу самопознания и на задачу формирования вот этой я-концепции. И при этом, да, оказывается, что проблемы, связанные с учебой, да, они могут на какое-то время уйти на второй план.
Потому что прежде всего вот доминирующая, так сказать, сфера развития — это мотивационно-потребностная. Это вот эти вот эмоционально насыщенные отношения со сверстниками, с родителями, да, так сказать, с учителями. И, соответственно, вот создание, да, некоторой такой системы представлений о себе. И, значит, следующий период, так сказать, развития, который отмечается в школе, да, Выготского, да, отмечается в частности Элькониным, это то, что связано со старшим школьным возрастом или ранней юностью. И это, в общем-то, совпадает с обучением в старших классах школы, в выпускных классах. Это возраст примерно с 14-15 до 16-17 лет или чуть больше. Да? То есть как бы здесь колебания в возрастах, они действительно могут иметь место. И, значит, здесь логика получается такая. Значит, вот у нас доминирующей, так сказать, сферой была, значит, такая социально-эмоциональная, да, ведущей деятельностью было интимно-личностное общение подростков, да, между собой, то есть общение между сверстниками. На самом деле вот в позднесоветское время, да, и в перестроечное еще, так сказать, предложили такой вариант ведущей деятельности, как стихийно-групповое общение. Это всевозможные, значит, посещение там каких-то дискотек, посещение каких-то ночных клубов и так далее, да, то есть вот и это тоже вот то, что работает на задаче самопознания, потому что это вот, что называется, на других посмотреть, себя показать и увидеть себя, так сказать, глазами не только своего близкого друга, да, близкого своего окружения, но и глазами более широкой группы. И, соответственно, вот когда создана вот эта вот система представления о себе в какой-то степени, да, у нас логика, так сказать, жизненного развития, она диктует некоторое такое возвращение на новом уровне к задачам самоопределения жизненного. И это задачи, которые могут решаться в такой ведущей деятельности, которая была названа учебно-профессиональная. То есть здесь у нас уже выступает, опять же, да, вот эта вот операционально-техническая сфера на передний план. Ребенок, точнее подросток, да, старший подросток, он уже может вот возвращаться как бы, да, искренним образом таким, да, к учебным интересам своим, начать, скажем, посещать какие-то факультативы, подготовительные курсы, как-то готовиться к дальнейшему, так сказать, своему профессиональному пути. Почему? Потому что, исходя из своей я-концепции, да, он уже начинает строить план своей дальнейшей жизни, в частности, начинает делать шаги к своему профессиональному самоопределению. И здесь мало того, что может быть просто уже уход в колледж, да, в советское время это называлось профессионально-технические училища, то есть уже, так сказать, собственно, подготовка, так сказать, в области профессии, да, и это может быть, скажем, подготовка к высшему учебному заведению по какой-то специальности. И вот важно, наверное, сказать следующее, да, что в основном периодизация Выготского и Эльконина была разработана вот для этих периодов, так сказать, от младенчества до ранней юности. Но было также показано, да, и сказано, да, что ведущая деятельность вот, взрослого, да, человека — это, в общем-то, прежде всего трудовая деятельность в своей профессиональной сфере. Ну и при этом, так сказать, также было отмечено, что можно сказать, что когда человек заканчивает активную, значит, профессиональную деятельность, уходит на пенсию, то его ведущей деятельностью может стать деятельность, скажем, общения и воспитания внуков. Вот в данном случае мы видим, что, конечно, вот эта вот периодизация взрослости, она была намечена очень схематично. Самое главное внимание было уделено вот этим, так сказать, процессам развития в, так сказать, детстве и подростковом возрасте. Значит, вот несколько слов о том,
Что как бы значит вот эта периодизация, если мы говорим о ее применимости в сфере воспитания, в сфере обучения, в сфере общения с собственным ребенком, может быть, и в сфере, скажем, вот такой практики организации занятий в вот системе такого религиозного образования, да, скажем, в воскресной школе для, там, допустим, детей разных возрастов, в организации молодежной работы. Для чего это, так сказать, может быть использовано? Значит, ну, во-первых, наверное, несколько слов о том, какова логика применения этой схемы, да, этой, так сказать, концепции развития вот еще, так сказать, в советское время, да, в такой практической сфере. Вот мы с вами рассмотрели такую закономерную смену ведущих деятельностей. И надо сказать, что, конечно, такая закономерная, правильная, да, смена ведущих деятельностей наблюдается не всегда. Мы можем увидеть, что, скажем, ребенок, вот, скажем, условно говоря, там, не доползал, или не доманипулировал, или не доиграл на, так сказать, стадии дошкольного детства, да, или вот у него, кстати, если он вот, так сказать, не доиграл, да, то в этом случае действительно у него формирование учебной деятельности может пойти с искажениями. И тогда, на самом деле, дальше может пойти на слом все остальное. У меня, так сказать, вот на памяти есть случаи, когда молодой человек уже студенческого возраста сказал о том, что вообще-то я понял, зачем надо учиться, только где-то в классе в 9. А до этого, в общем, это был такой, в общем-то, шалопайский вариант посещения школы, да, и, в общем, такое какое-то вот условное переведение, так сказать, из класса в класс, потому что ребенок был совершенно не заинтересован в учебе. То есть вот эта вот непознавательная мотивация, так сказать, не было как следует, да, которая в идеале должна лежать в основе учебной деятельности, ни социальной мотивации. Вот, и дальше, в общем-то, действительно можно было наблюдать некоторые трудности в уже, так сказать, взрослом самоопределении, да, в дальнейшем, так сказать, вот этом студенческом развитии, когда в идеале человек должен овладевать уже основами своей профессии осмысленно, целенаправленно. То есть вот в принципе здесь могут быть самые разнообразные сдвиги, самые разнообразные искажения. И еще в советское время, в общем-то, психологи использовали вот эту периодизацию и эти представления о ведущих деятельностях как некоторую такую опорную схему, да, как некоторую такую нормативную схему. Почему нормативную? Потому что, вот, как я уже говорила, да, Ильконин, в общем-то, с большим коллективом своих коллег, он на многих сотнях и тысячах, так сказать, наблюдений в разных школах, да, на разных возрастах, в общем-то, подкрепил эмпирическими данными вот эту периодизацию развития. И что можно сказать о том, как это можно использовать в такой вот церковной работе? Безусловно, если мы ведем речь о молодежной работе или о работе в воскресной школе, то нам надо очень хорошо понимать, что, ну вот про зону ближайшего развития мы уже говорили, да, но вот представление о ведущих деятельностях нам дает хорошие подсказки для того, чтобы более правильно как бы подобрать, да, тот материал и форму его подачи, который, так сказать, составляет, собственно, содержание обучения, допустим, в воскресной школе, да, или содержание какого-то мероприятия молодежного, да, в рамках вот такого вот молодежного служения в храме, в церкви. Почему? Потому что очень важно, так сказать, учитывать то, что если у нас с вами дошкольники, да, детки в воскресной школе, то очень важны игровые методы обучения, да? Очень важна максимальная наглядность, очень важно такое максимально
конкретное такое яркое, да, наполнение. Очень важна такая персонификация, да, то есть очень важно, чтобы здесь звучали какие-то личности, их какие-то поступки, те события, которые с ними произошли и так далее, да. Если мы говорим о, скажем, да, вот этой вот воскресной школе уже для того возраста, который мы называем младшим школьным, то там, когда, так сказать, уже у нас вот такая познавательная мотивация может быть достаточно хорошо развита, могут быть совсем другие формы подачи, да, гораздо более академичные, более насыщенные какими-то конкретными знаниями, какими-то словами, какими-то предметами и их изучением, да, вот предметами, скажем, церковного обихода, их символическим значением и так далее. Да. То есть вот это вот очень важные такие как бы моменты, которые можно извлечь для практики вот из этого представления. Если мы рассматриваем значит, работу с подростковым возрастом, то здесь надо нам, наверное, упомянуть то, что Выготский говорил о доминантах подросткового возраста. В частности, да, он говорил о том, что для подростков характерна так называемая доминанта усилия, доминанта дали и доминанта романтики. Это все на самом деле те доминанты, которые помогают подростку лучше познать себя самого. И вот это же, так сказать, можно использовать в молодежной работе. Да? Что такое доминанта усилия? Вот Выготский говорит о том, что подростку интересно и важно как бы прилагать усилия, преодолевать сопротивление. Да? И очень, конечно, значимо и важно, чье сопротивление он стремится преодолевать. Потому что нередко подростки стремятся преодолевать сопротивление авторитетов внешних, да, родителей, учителей, церкви. Да? То есть вот большинство священников сталкивались с тем, что в подростковом возрасте молодые прихожане имеют тенденцию просто уходить из храма. Да? Вот как бы это, в частности, может быть связано вот с этой доминантой усилия. Да? Иногда речь идет о том, что действительно подросток должен передумать все по-своему, сам для себя, и найти свои собственные смыслы во всем. Так вот, как бы и позитивный, так сказать, вариант доминанты усилия – это когда подросток стремится как бы выковывать характер и сопротивляться каким-то собственным слабостям. Да? То есть это вот как раз благое, так сказать, направление, когда идет борьба с какими-то своими недостатками. И доминанта дали работает во благо. Значит, доминанта романтики и доминанта дали, они описываются следующим образом. Вообще-то они могут в себе заключать определенную опасность. Почему? Потому что доминанта романтики, она связана с тем, что подростку интересно все необычное, все нестандартное, порой странное. И это на самом деле может влечь, может как бы заключать в себе опасность вот в наше время и влечение к наркотикам, и влечение к каким-то, так сказать, особым практикам, которые дают какие-то совершенно необычные переживания. И это действительно может быть достаточно опасно. Вот. И как бы доминанта дали, она связана с тем, что подросток становится в значительной степени близоруким, и, так сказать, вот гораздо лучше видит то, что находится далеко. Зачастую это связано с тем, что подростку вообще интересно куда-нибудь подальше, так сказать, удалиться, да, допустим, пойти в поход в какой-нибудь, да, поехать в какую-нибудь, так сказать, другую местность, в другой город, узнать что-то новое и так далее. Это все помогает ему лучше понять самого себя, да, больше узнать о окружающем мире и в то же время больше узнать о самом себе. И, безусловно, все это может быть использовано вот когда мы говорим о, скажем, молодежной работе. В частности, вот это уже реализовано в целом ряде, так сказать, практических таких, да, вот проб это и какие-то дальние походы, это и там спуск в какие-то пещеры, да, спелеология какая-то, какие-то, так сказать, такие проекты, которые предполагают помощь другим людям, там, когда нужно осуществлять какие-то усилия, да, то есть все вот это очень хорошо ложится на возрастные особенности развития подростка.
Ну и понятно, если мы, так сказать, говорим о совсем уже старших, да, юношеском возрасте, то здесь вот как бы моменты, связанные с помощью в нахождении себя, да, своего какого-то призвания, профессионального пути, да, это тоже может быть предметом такой вот молодежной работы на приходе. И вот действительно здесь нам вот эта периодизация дает очень такой богатый материал для того, чтобы размышлять на все эти темы, для того, чтобы конкретно проектировать и пробовать, да, какую-то такую, так сказать, работу с молодежью, да, работу с детьми, подростками и юношеством, для того, чтобы действительно оказываться в зоне ближайшего развития, для того, чтобы было это интересно, актуально, важно, личностно значимо, и чтобы это шло на пользу подрастающим людям. На этом мы с вами эту тему заканчиваем. И вот теперь мы будем уже переходить к вопросам. А теперь вопрос.